Всем большой привет! Вы на канале Мария Софт, и в этом видео я представляю вашему вниманию вот такую сумочку. Сейчас поподробнее со всех сторон вам ее покажу. Сочетание этих цветов я влюбилась с первого взгляда, мне очень понравилось, и я сразу представила, какую сумочку я бы хотела из этой фурнитуры и из этих цветов в пряже. Сумочка двуцветная, здесь представлены два цвета. Цвет лимон и Ниагара. При желании вы можете сделать сумочку однотонной. Она тоже будет смотреться очень красиво. Либо вы можете сделать одинаковую фурнитуру, боковушки, а пряжу трикотажную использовать одного цвета. При желании такой кожаный круг вы можете использовать только с одной стороны. Вторую сторону вы можете сделать полностью из трикотажной пряжи. Для этого перейдите по подсказке. Там для вас будет мастер-класс, как связать ровный круг без шва. Он вам пригодится в этом случае. Также я использовала две ручки, одну короткую и одну длинную. Вы можете выбрать для себя также оба варианта, либо выбрать какой-то один. Итак, для такой сумочки нам понадобится кожаная фурнитура. Два круга. Вы можете выбрать одинакового цвета или так же, как и я, два разных цвета, которые хорошо сочетаются друг с другом. Я использовала две ручки, одну короткую, вторую длинную. Вы можете использовать также оба варианта или выбрать какой-то один для себя. Также я выбрала вот таких два пришивных полукольца. Вы можете просто их вязать, но мне кажется, такой вариант наиболее удобный. Также нам понадобится трикотажная пряжа. Я неизменно использую трикотажную пряжу Бисквит, так как она меня больше всего устраивает по качеству и внешнему виду в готовых изделиях. Ну и еще у нее очень приятная цена. Цвета у трикотажной пряжи называются лимон и Ниагара. И у фурнитуры название цветов соответствующее, тоже лимон и Ниагара. Ссылку на пряжу и на фурнитуру я вам оставлю под видео. Там же для вас будет промокод со скидкой 5%. Промокод 1318. Он суммируется со всеми теми скидками, которые уже есть на сайте. Поэтому не забывайте вводить его при заказе. Первым делом мы будем обвязывать деталь трикотажной пряжей. Для этого я беру крючок номер 4 и трикотажную пряжу. Отверстия здесь не очень большие, поэтому я беру небольшой номер крючка и пряжу немного вытягиваю вручную, чтобы она лучше проходила. Далее свободный конец нити помещаем на ладонь, конец, который ведет к мотку от себя. Вот так. Помещаем крючок в одно из отверстий, хватаем нить, втягиваем. Если нить перекрутилась, переоденьте ее на крючке, и затем мы делаем воздушную петлю. Захватываем крючком нить и втягиваем ее в петлю, которая на крючке. Вот так. И далее мы будем обвязывать всю нашу деталь столбиками без накида. Вот эту ниточку мы будем параллельно с вами ввязывать. Поэтому размещаем ее вот здесь, с краю детали. Вот эту петлю на крючке немного оттягиваем, для того, чтобы у нас было достаточное расстояние между отверстиями, и чтобы у нас деталь потом не стягивалась и не превращалась в такой купол. Поэтому оттягиваем, ниточку помещаем сверху, заходим крючком в следующее отверстие, хватаем нить, достаем и провязываем столбик без накида. Снова оттягиваем петлю, заходим в следующее отверстие и провязываем столбик без накида.
Если вы вяжете крючком впервые и еще не знаете, как вязать столбики без накида, делать воздушные петли, то вот здесь по подсказке посмотрите видеоуроки для начинающих вязать крючком, и затем можете возвращаться к вязанию. Далее продолжаем обвязывать деталь, не забывая оттягивать петлю на крючке, чтобы у нас с вами деталь не стягивалась. Итак, обвязываете и встречаемся вот здесь, когда подойдете к самому первому отверстию, с которого мы начинали. Я уже провязала некоторое количество столбиков, и смотрите, деталь нисколько у нас не стянута, как раз благодаря тому, что вот эти вот косички, петли, которые на крючке у нас, я их оттягиваю, и косичка получается такая более длинненькая. Расстояние между столбиков достаточно, чтобы у нас деталь не стягивалась. Если вдруг вы замечаете, что деталь начинает стягиваться, лучше распустить, немножечко времени потратить, чтобы в итоге все получилось хорошо и результат вас устраивал. Итак, я закончила обвязывать, подхожу к последнему отверстию. Провязываем еще один столбик. Вот так. Теперь нам нужно будет сделать следующее. Оттягиваем чуть больше, чем нужно, вот эту петлю на крючке. Заходим с обратной стороны под косичку между первым и вторым столбиком, который мы провязывали. Одеваем петлю на крючок, втягиваем под косичку. Видите, немножечко стянулась. Это значит, что нужно еще больше сделать эту петлю, чтобы круг не стягивался. Опять заходим под косичку, втягиваем туда петлю, смотрим. Все, теперь у нас ничего не стянуто. Заходим под втянутую петлю. То есть вот у нас последний столбик, вот это первый. Между ними заходим под втянутую петлю, и петлю вот эту, которую втянули, одеваем обратно на крючок. Если она у вас оказалась немножечко великовата, чуть-чуть подтягиваем за нить. Дальше. Вот таким образом это выглядит. Хватаем нить и втягиваем вот сюда, в серединку петли и под втянутую петлю. Вот так. И теперь нам нужно будет обвязать косичкой весь ряд. Что мы делаем? Заходим под следующую косичку, хватаем рабочую нить, вытягиваем и протягиваем одну нить через другую, которая у нас на крючке. Вот так. Дальше делаем то же самое. Заходим под косичку, вытягиваем петлю, протягиваем одну петлю через другую. Здесь то же самое, нужно следить, чтобы вот эти косички, соответственно петля на крючке, не была слишком маленькой, иначе она у вас точно так же будет стягивать полотно. Вот так. Продолжаем таким образом обвязывать весь ряд косичкой. Тем самым мы с вами закроем вот эти отверстия, и все будет смотреться очень красиво. Обвязываете ряд до конца и встречаемся вот здесь в конце. Итак, я подошла к тому месту, с которого начинала. Провязываю последнюю косичку. И теперь этот ряд декоративной косички нам нужно завершить. Петлю немного оттягиваем, снимаем с крючка и оставляем небольшой кончик нити, примерно вот столько, чтобы завершить этот ряд, и потом этот кончик можно было без проблем спрятать.
нить вытягиваем, заходим вот так сверху под обе части декоративной косички. Вот так. Хватаем рабочую нить и втягиваем сюда нить. Она у нас выходит вот здесь сверху. Далее заходим с обратной стороны вот так под косичку между столбиками и должны выйти мы посередине от декоративной, вот так между столбиками, и выходим мы в середине декоративной косички. Опять хватаем рабочую нить и втягиваем ее, вытягиваем на изнаночную сторону. Вот так мы завершили ряд. Здесь ниточку с изнаночной стороны закрепляем. Можно в эту сторону, можно в эту. Просто протягиваем ее с обратной стороны ножек столбиков. И таким образом прячем нить. Если кончик у вас получился длинный, то прячете, пока хорошо не закрепится, и излишки отрезаете. Вот так теперь выглядит наша деталь. Это внешняя сторона лицевая, изнаночная. Теперь нам нужно связать боковушки. Я беру крючок побольше, 8 миллиметров. Начинаем мы, в принципе, с любого места, не принципиально. Смотрим. Если посмотреть на вид сбоку, здесь 1, 2, 3 ниточки. Мы заходим с вами под третью. Смотрим сзади. Здесь есть 1 ниточка. И дальше вот такая 2 ниточка, перемычка. И заходим под первую. Вот так. Дальше хватаем рабочую нить. Оставляя небольшой кончик, чтобы его ввязать. Втягиваем петлю и делаем воздушную петлю. Точно так же здесь вот эту петлю на крючке сильно не затягиваем, иначе у нас с вами деталь будет стягиваться. Это у нас получился первый столбик. Эту ниточку точно так же, как и при обвязывании детали, мы помещаем, размещаем поверх и будем ее параллельно в ряд ввязывать. Находим третью ниточку. Получается, смотрите, здесь у нас идет косичка и сверху тоже косичка. Вот за заднюю стенку каждой косички мы будем заводить крючок. Вот заходим за заднюю стенку, затем за вот эту ниточку. Вот так. Вот эту ниточку размещаем вот так поверх крючка. Хватаем рабочую нить, вытягиваем, провязываем столбик без накида. Итак, мы вяжем 1, 2. Далее 3, 4, 5, 6,
6. Таким образом у нас столбики начинают идти перпендикулярно детали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. И теперь смотрите, когда мы будем провязывать 9 столбик, мы сюда же провязываем еще один. Делаем прибавку. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков. Дальше вяжем все то же самое. Провязываем 9 столбиков и на 9 мы делаем прибавку. И так мы делаем 5 раз. То есть мы сделали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 прибавка. Дальше опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 прибавка туда же. И так по кругу 5 раз, пока не дойдем до самого первого столбика, который мы провязали. Считаем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и сюда же прибавка. Еще один столбик. И вот так край у нас с вами получается перпендикулярно детали боковушки. Таким же образом провязывайте еще 3 раза, и вот здесь с вами встречаемся в конце ряда. Поясню, зачем я делаю прибавки. Я вяжу достаточно плотно, и если провязывать этот ряд, не делая прибавок, у меня при моей плотности вязания ряд немного стягивается, и получается, что он идет как бы немножко внутрь. Поэтому я делаю прибавки, и тогда при провязывании ряда с прибавками вот эта часть, этот ряд у меня идет строго вверх. Смотрите, при вашей плотности вязания у вас может быть и без прибавок все будет хорошо. Когда вы дойдете до того места, где мы соединяли ряд, когда обвязывали деталь, может быть немножко непонятно. Самое главное здесь захватить заднюю стенку косички и захватить еще какую-нибудь ниточку. Вот, например, у меня здесь видно с левой стороны, очень удобно захватить. Потому что если вы провяжете только за одну нить, у вас здесь будет дырочка. Поэтому захватывайте ниточку, любую удобную, провязывайте столбик без накида. Дальше здесь тоже немножко непонятно. Можно захватить вот эту часть и опять же вот эту ниточку. Получается столбик без накида. Главное, смотрите, чтобы все получалось красиво, аккуратно, чтобы здесь вот не было больших дырочек. Осталось провязать последний столбик с прибавкой. 9 и сюда же прибавка. И ряд нам нужно соединить.
Соединять ряд мы будем точно так же, как при обвязке детали. Оттягиваем петлю побольше. Заходим с обратной стороны косички. Втягиваем петлю. Подтягиваем. Заходим под втянутую петлю и петлю одеваем на крючок. Если нужно, немножко подтягиваем. Хватаем рабочую нить, втягиваем в петлю на крючке и под втянутую петлю. И дальше обвязываем весь ряд косичкой точно так же, как и в прошлый раз. Достаем рабочую нить, протягиваем одну через другую. Вот так. Обвязываем весь ряд и встречаемся с вами в конце. Осталось провязать последнюю декоративную косичку. Оттягиваем петлю, кончик обрезаем, оставляя небольшое количество нити, чтобы ее спрятать. И повторяем все то же самое, что и в прошлый раз. Вытягиваем обрезанную нить. Также заходим под обе части декоративной косички, втягиваем туда рабочую нить. Получается, именно сверху вниз вам нужно вставить крючок. Здесь заходим с обратной стороны. Вот так, под эту косичку между двумя столбиками. Заходим в центр декоративной косички. Сюда втягиваем нить и выводим на изнаночную сторону. Вот так. Дальше ниточку прячем вот здесь между ножек столбиков. Теперь аккуратно расправляем пряжу, чтобы все встало на место. Смотрим, что у нас получилось. И теперь все то же самое делаем со второй деталью. Я это уже сделала. Подготавливайте вторую деталь и будем переходить к следующему этапу. Осталось определиться с расстоянием, где у нас будет замок. Я прикладываю 2 пришивных полукольца. Примерно на таком расстоянии они у меня будут. Сейчас мы посчитаем точнее. Я просто приложу и посмотрю, как будет смотреться ручка. Да, такое расстояние, в принципе, меня устраивает. Определяете, на каком расстоянии примерно, только лучше всего сделать это с изнаночной стороны, потому что с изнаночной стороны столбиков у нас больше, и, соответственно, косичек тоже больше из-за прибавок. Поэтому определяетесь, считаете. Я вот уже для себя отметила расстояние. Расстояние я отметила контрастной нитью, вы можете использовать маркеры. И у меня получилось расстояние от одной до другой нити 20 косичек. То есть, смотрите, вот так помечаем косичку сбоку, которая идет у нас вот так. И считаем вот эти вот косички. Между отмеченными косичками у вас должно быть расстояние в 20 косичек. Отмечаете либо столько же, либо может быть меньше, больше, как вам больше понравится. И так делаем на обеих деталях. Все, на второй детали я тоже отметила. Есть много разных способов соединить две детали. Можно соединять крючком, но мне больше всего нравится соединять с помощью иглы. Поэтому я беру пластиковую иголку, отрезок трикотажной пряжи и продеваем трикотажную пряжу в иголку. Теперь берем обе детали. Сейчас будем их сшивать. Прикладывайте, проверяйте, чтобы у вас совпадало расстояние. И не перепутайте, нам нужно сшить не короткую сторону, а длинную, которую мы отметили. Итак, берем иглу, в нее уже продели трикотажную пряжу и выводим с изнаночной стороны на лицевую.
Вывели нитку на лицевую сторону. Далее заходим под первую косичку после отмеченного места на первой детали и заходим под первую косичку на второй детали. Вот так. Теперь здесь у нас есть над косичками столбики, и теперь нам нужно ниткой, возьму крючок, и теперь нам нужно нитку пропустить под вот эту и под вот эту ножку столбика. Вот так. И вот так протягиваем. Далее заходим под вторую косичку и возвращаемся под первую с противоположной стороны. Вот так. Здесь то же самое. Заходим под ножки столбиков, протягиваем нить, и после этого уже заходим под косичку и возвращаемся здесь в косичку, из которой у нас выходила нить. Так как пряжа у меня двух цветов, таким образом нить, которую мы используем для сшивания, будет наименее заметна. Здесь то же самое. Заходим под ножки столбиков. После этого заходим под следующую косичку и возвращаемся под ту косичку, из которой у нас выходила нить. Эти действия будем повторять все время. То есть возвращается нить у нас туда, откуда она вышла. Здесь также заходим под ножки столбиков. После этого под косичку и здесь, на этой стороне, под косичку, откуда выходила у нас нить. Таким образом продолжаете соединять две детали. И встречаемся вот здесь. Я закончила сшивать две детали. Вот что у меня получилось. Здесь все ровно и аккуратно. И здесь осталось отверстие для того, чтобы вшить сюда замок. Если вам покажется, что отверстие осталось слишком большим, всегда можно закрыть дополнительные косички. Так как сумочка круглая, это не составит никакого труда. Теперь можем переходить к следующему этапу. Забыла сказать, вот эту ниточку мы просто уводим на изнаночную сторону, та, которая у нас осталась.
Здесь с изнаночной стороны прямо иголкой прячем ее между столбиков. И хвостик для большей надежности можно будет потом немножечко подшить нитками, для того, чтобы он никуда у нас не делся. И то же самое делаем с вот этой частью, с этим хвостиком, с которым мы начинали вязать. Его мы можем спрятать либо иголкой, либо крючком. И точно так же для надежности подшить. Дальше, что касается молнии замка. Покупала я в обычном магазине для рукоделия. К сожалению, не было подходящего мне размера, подходящей длины, поэтому я взяла 40 сантиметров и дополнительно взяла вот такую заглушку. Если вы тоже не найдете подходящего размера замка, подходящей длины, то берете тот, который есть, отмеряете необходимую длину, отрезаете и как раз используете вот такую заглушку, чтобы закрепить замок в отрезанном месте. Очень удобно. Также для пришивания я взяла вот такие иглы с тупым концом. У них большое ушко, поэтому очень удобно будет их использовать. Также я взяла нитки мулине подходящих цветов. Именно мулине, а не обычные, потому что они скручены в несколько нитей. Здесь, по-моему, 6 нитей. И можно отделить, отсоединить необходимое количество. Они уже скручены и смотрятся очень хорошо, даже если несколько штук отсоединить. Также они еще очень прочные. Я отмерила необходимую длину, подставила замочек вплотную вот сюда, к началу. Вот так. Ставила замок, как он будет, приблизительно. Отмерила длину, отрезала и поставила заглушку. Нить мулине была скручена в 6 нитей. Я поделила пополам и оставила 3. Проделала в иголку и уже пришила одну сторону молнии. Вот так это выглядит. Начала пришивать вторую часть, и сейчас покажу вам принцип, по которому я пришивала. Сейчас это будет сделать мне намного удобнее, потому что какую-то часть я уже пришила. Самое тяжелое — это начать, как всегда. Вы продеваете, делаете узелок на нити, продеваете ее снизу, и у вас нить оказывается с изнаночной стороны. Далее подходите к самому краю, отступая несколько миллиметров. Вот так. И теперь смотрим, у нас есть вот эта косичка, а есть косичка, которая идет сбоку. Вот боковую косичку, под нее, под одну нить и под вторую нить мы пришиваем. Не затрагивая саму косичку, просто заходим под нее и выводим нить. Сейчас немножко запуталось у меня. Затягиваем. Затягивайте потуже. Всегда регулируйте натяжение молнии, чтобы у вас она не пошла волной. Дальше, когда нить у вас оказалась наверху, иголкой заходите также под эту же косичку, только уже сверху, под одну, под вторую часть. Сопоставляете с молнией, также отступаете несколько миллиметров. И вставляете иголку. Дальше, когда мы перешли на следующую косичку, и нить оказалась снизу, мы делаем отступ небольшой в несколько миллиметров рядом с тем местом, где у нас нить вошла. И под эту же косичку возвращаем нить наверх.
То есть не под следующую, а под эту же. Чтобы у нас здесь был небольшой шаг и лучше молния пришилась, прикрепилась. Дальше снова заходим сверху под следующую косичку, сопоставляем здесь с молнией, отступая несколько миллиметров от края и пришиваем. Опять, когда мы оказываемся снизу, то вставляем иголку под ту же косичку, делая небольшой шаг. Дальше переходим под следующую косичку. И таким образом пришиваете всю молнию. Здесь я пришивала таким же цветом нити. Как видите, ничего не заметно при таком способе пришивания. Даже контрастная нить не видна. Вот так аккуратно в итоге все выглядит. Открывается все без труда. Осталось нам пришить полукольца. В этот раз для того, чтобы их пришить, я проделала целую нитку мулине, которая состоит из 6 нитей, нисколько не отделяла, для того, чтобы как можно крепче все присоединилось. Одно полукольцо я уже пришила. Вот так это смотрится. И сейчас я вам объясню, как я это делала. Заходите иголкой с изнаночной стороны, выходите из этого отверстия, заходите сюда, снова оказываетесь на изнаночной стороне, снова выходите из этого отверстия и снова попадаете сюда. То есть получается 2 раза. Раз, два. Потом с изнаночной стороны вы снова выходите из этого отверстия, только вам нужно иголкой попасть чуть левее или чуть правее через саму трикотажную пряжу, чтобы нитка закрепилась. Выходите здесь, заходите сюда, оказываетесь на изнаночной стороне, снова выходите здесь и опять заходите сюда. Таким образом, в каждое отверстие вам нужно сделать по 2 стежка. Таким образом, пришиваете всю деталь и в конце, когда уходите на изнаночную сторону, и с обратной стороны закрепляете и делаете узелок. Ничего сложного, я думаю, у вас все получится.